Всем привет, меня зовут Аида, добро пожаловать на мой любимый YouTube канал «Вкусно по-корейски». Сегодня мы с вами будем готовить супер знаменитое корейское традиционное блюдо, которое называется топоки. Думаю, каждый, кто хотя бы раз интересовался Кореей, либо корейской кухней, конечно же, знают это блюдо. Супер популярно не только среди иностранцев, но и среди корейцев, особенно среди кореянок. Я уже рассказывала, что кореянки обожают топоки, такой острый. Они считают, что если за целый день возник какой-то стресс, то вот острые топоки очень хорошо поможет с этим справиться. Про топоки я тоже выкладывала видео, если кто не смотрел, можете посмотреть, было интересно. Вообще, конечно же, вариантов приготовления топоки очень много, и очень много в Корее магазинов, которые продают топоки, и, конечно же, в них тоже используют разные рецепты. Сегодня я покажу один из вариантов приготовления топоки, но думаю, что во все рецепты, конечно же, добавляется перец, поэтому блюдо очень острое, и видео, конечно, понравится тем, кто любит остренькое. По крайней мере, я еще ни разу не видела не острой топоки. Но я уже говорила, что не такой уж я и любитель тока и топоки, но мне очень интересно, так как я буду готовить сама, очень интересно, что получится, и попробовать. Вообще рецепт не сложный. Нужно не очень много ингредиентов, да и в принципе готовится он буквально 10 минут. В этом блюде используют либо ток из пшеничной муки или ток из рисовой муки. Вкус от этого абсолютно не меняется, но разница во вкусовых ощущениях есть. Например, ток из пшеничной муки при приготовлении топоки, соус проникает в этот ток, то есть при разрезе можно внутри увидеть, что он красный. И на вкус он такой мягкий, приятный. А ток из рисовой муки, он больше похож на такое желе, на жвачку. И, опять же, соус не проникает вовнутрь. Но, опять повторюсь, что вкус топоки от этого не меняется. Просто есть люди, которые предпочитают сальток, и есть люди, которые предпочитают милток. Корея делится вот на две такие группы. Если рассуждать, какой же топоки появился в Корее первым, из рисовой либо из пшеничной муки, нет фактов каких-то стопроцентных доказательств, но лично мое предположение, что первый топоки был именно из пшеничной муки. Я так думаю, это не факт, потому что в 70-е годы, я вам уже рассказывала, в Корее был большой такой недостаток риса, и государство предлагала, советовала гражданам пользоваться мучными изделиями, то лапшой и всему тому подобному. Поэтому, возможно, первые топоки готовили именно из мучного тока. В общем, много разговариваю, уже не терпится начать готовить, очень интересно. Давайте вместе с вами приготовим это замечательное блюдо. Если вы хотите попробовать что-то реально корейское, по-настоящему корейское, узнать Корею, то вы просто обязаны попробовать топоки.